Задумывались ли игроки, которым понравилась игра про динозавров, которая стала всеми любимой, что она перейдет в такую вот шляпу? Сказочные существа, призрачные твари, страшные миньоны. Все это Ark Survival Ascended. Некогда великая игра, симулятор выживания, превратилась в это. Да, многие игроки новые, особенно которые сейчас заходят, они видят это и говорят: это нам надо! Лабубу! Но вот мы считаем, что игра вся. Рип. Нельзя отворачиваться от семьи, даже если она отвернулась от тебя. Я выживальщик. Помню тот самый треск печи. Тот самый мерный гипнотический треск. Он грел душу круче, чем сам огонь. Потому что в нем будущее. В нем первый слиток настоящего тяжелого своего металла. И это знаменование того, что тебя не зарейдили. Знаете, какая сейчас самая редкая трофейная вещь в новом Ark Ascended? Не мифический чертеж, не легендарная мутация у животных и даже не шанс вылететь с сервера при полете на Виверне. Самая редкая вещь — это люди. Раньше на том старом острове, даже на ПВЕ ты знал, за холмом база таких же безумцев, как ты сам. На другом берегу чудак, который строит свой замок из дерева и соломы, а в пещере живет отшельник, с которым можно обменяться взглядами и понять: да, мы оба здесь, в этой мясорубке, и мы не одни. Сейчас я загружаюсь на красивый, яркий Ascended. Трава шевелится, динозавры пририсованы до каждой чешуйки, и тишина абсолютная. В чате последнее сообщение дня 3 назад. В радиусе ни одной постройки, кроме заброшенных лачуг. 3 человека онлайн. 3. На карте, рассчитанной на сотни. 1 АФК в своей металлической коробке. 2 просто цифра в списке. Призрак. А 3 — это я. Стою на том самом пляже, где мы все начинали. Слышу тот же шум прибоя. И вижу тех же дилофазавров. Но остров мертв. О да, целых 3 человека! Это же почти толпа! Можно собрать команду, да, для того, чтобы фармить металл в разных уголках карты. А Диего совсем не тот. Лор Арка совсем не знает. Сейчас есть супер-дупер трипл ящерица, которая высирает металл по 1000 кусков за 3 минуты. Ящерица? Да пошел ты нахрен! Давайте немножко поностальгируем. Как многие скажут, Диего снова ноет. Я помню тот арк, в который я начинал играть. Атмосферный, суровый, красивый и безумно увлекательный мир, где ты, выживающий среди динозавров, да, он был сырым, он был оптимизирован ужасно, но в нем была душа. Был самый тот вайб приключений. Но что случилось сейчас? В Ark Ascended полностью изменили игру, и, к сожалению, не в лучшую сторону. Это уже не та атмосферная песочница про динозавров, это уже какой-то бесконечный симулятор стройки и поражений. Игра потеряла свою изначальную магию в погоне за графикой, который убил саму суть. И народ-то чувствует. Знаете, что самое показательное? В старом, мертвом Ark Survival Evolved, где уже давно нет официальных серверов, играет в разы больше людей, чем в новомодном Ascended. Серверные списки это отлично показывают. Сообщество проголосовало многим. Не нужна эта прикрашенная версия, которая требует супер ПК и убивает настрой оригинала. Есть реальный риск, что Ascended вообще умрет, оставшись нишевой игрой для пары тысяч фанатов. Но не той игрой, из-за которой ребята сбегают со школы для того, чтобы побегать в этом атмосферном мире и поскрести своими ручками кустики, для того, чтобы зафармить ресурсики. Ты кидаешь портфель на диван и быстренько щучкой прыгаешь в арк. Сейчас уже такого нет. Сейчас побеждает тот, кто больше онлайнит. Но вы скажете: Диего, это ведь и раньше так было, если ты онлайнишь, это залог победы. Но сейчас я имею в виду совсем другой смысл. Онлайнишь и крафтишь новые предметики.
дополнения. Понятное дело, в Ascended это все относится к платным дополнениям. Естественно, если ты хочешь быть топовым пацаном, ты покупаешь платные дополнения, ставишь у себя супер-пупер ферму, которая за тебя растит динозавров, сама их кормит, сама выращивает, сама складывает по криоподикам, и вообще ты прокачиваешься теперь за скилл-поинты. Ты можешь бегать как бешеный, телепортироваться и все такое. Что это с Арком? Посмотрите, что за чучело сейчас на экране. Да, это я. Вопросы? Wildcard, вы чего добились? Выпустили улучшенную версию, в которой народ заходить боится. Потому что цена как за 3 игры. Система требований для компьютера из будущего. А суть та же, только с худшей оптимизацией и убитой магией. Ascended идет прямым курсом в лужу забвения. Это не эволюция, это шаг в бок, прямо под коготь гигантозавра. Так что, видимо, нам еще долго сидеть на старом Арк. На приватных серверах, вспоминая, как было круто. А Ascended? Ну шо Ascended, красивый, да. Пусть себе стоит на полочке, как тот самый невкусный, но очень яркий леденец. Пососите. Ты что, с ума сошел? В 24-25 году вышло очень много игр, и на их фоне наш продвинутый ремастер выглядит не как прорыв, а как дорогущий анахронизм, который опоздал на собственные похороны. Palworld хорошо, Valheim хорошо, и целый пласт других атмосферных игр. Знаете, и пока они боролись между собой за внимание игроков инновациями, геймплея и идеями, Ascended вышел, гордо подбочинись и заявил: смотрите, какая у меня красивая трава и облака. Вы видели эти облака? А народ в ответ: ну видели. А где игра? Ну это уже не трагедия, это комедия положений. Итог печален. На фоне современного рынка Ascended выглядит не как жемчужина, а как музейный экспонат под стеклом с табличкой. Так делали игры в середине 2010-х. Обратите внимание на объемные пиксели. Он не конкурирует. Он является фоном, на котором другие игры выглядят еще круче, потому что они предлагают будущее. Ascended лишь очень дорогую, неестественно сияющую оду о прошлом. Прошлом, в котором мы, кстати, до сих пор с удовольствием играем в старый Арк. Потому что прошлое, хоть и красивое, но честное. В нем не было этой грустной попытки притвориться современным, оставаясь глубоко в душе устаревшим. Так что да, Ark Ascended на фоне других игр — это мем. Мем про то, как можно обладать бюджетом, лицензией на крутой движок и легендарной базой, и при этом сделать, ну, это красивое, пустое и никому не нужное. Это. Представьте, вам подарили новый iPhone самой последней модели, но внутри у него старая Nokia 3310. Да, камеры 3 штуки, корпус титановый, но чтобы отправить сообщение, нужно тыкать в цифровую клавиатуру, а вместо приложений только змейка. Это и есть Ascended. Дизайн 2024 года, а начинка из эпохи, когда люди верили, что Земля плоская, а видеокарты не плавились. Wildcard поступили как тот самый парень, который купил себе дорогую машину, но забыл поменять в ней мотор от Запорожца. Для вашего понимания, есть 2 кафе. Первое — это наш старый Арк. Выглядит просто, даже потерто, но хозяин за годы так его улучшил, что там теперь и Wi-Fi быстрый, и меню на любой вкус, и диванчики удобные, и готовят хорошо, и приятная музыка. Народ тусит. А второе — это Ascended, открылось в шикарном здании с хрустальными люстрами, фонтаном из шампанского и официантами во фраках. Но меню столетней давности, стулья гнилые, Wi-Fi нет, а посетители, сделав селфи на фоне этой хрустальной люстры, уходят обратно в первое кафе, потому что сытно и уютно важнее, чем роскошно и блестяще. И самая главная ирония: благодаря этому шикарному, но пустому ресторану, старое кафе теперь кажется просто верхом современности и заботы о клиенте. Вот и весь секрет. Будущее игр не в том, как они сверкают, а в том, как они чувствуются. Ascended чувствуется очень красивая, но совершенно неудобная новая обувь, в которой мозоли натираешь через 5 минут, а в старые потертые кроссовки хоть вокруг света в них сможешь оббежать. Не прощаюсь. У меня все. Послушайте, это же бред. Но ведь бред, послушайте, что вы несете?